6 с январем 2025 года. Следующий, друзья, муниципалитет Ардипу. Он также, вот видите, отмечен таким Сайпрус, да, это, ну, это ж медь, ну, я хоть не дальтоник, но мне кажется, вот это как раз цвет меди. Отмечен таким пятном, и вы можете на карте прочитать, что новое жилье это 1879 евро, рост за месяц плюс 0,28 евро. Также все это можете посмотреть внизу в таблице, где есть средняя стоимость по городу, муниципалитету и также по ценовым зонам. Также мы посмотрим, что же произошло с муниципалитетом Радипу или с недвижимостью в течение 12 месяцев. Видим, что в январе 2025 года 1800 стоимость квадратного метра. Ну, вы уже чувствуете, да, как сильно отличается новое жилье от старого. И в январе 2026 год это 1879 евро. Что показало нам в годовом измерении, смотрим здесь внизу, 4,39%. То есть вполне адекватно ведет себя рынок жилой недвижимости. В данном случае это у нас, это у нас, подождите, А и Б не убрал, прошу прощения, это у нас старое жилье. Нет, это у нас новое жилье. Какое же это старое? Новое жилье. Ну, судя по тому, что здесь А и Б. Давайте следующий. Да, вот здесь уже будет у нас старое жилье. Старое жилье CDEF. Стоимость 1620 евро и рост плюс 0,31% за месяц. Вот сравните на карте, друзья. Новое я специально рисую такую интерактивную карту, чтобы вы могли увидеть. 1879 евро это новое жилье и почти больше, чем на 200 евро стоимость квадратного метра старое жилье. Но с учетом того, что новое жилье по метражу больше, в итоге квартира, в общем-то, стоит значительно дороже новое жилье, чем старое жилье. Ну и, так сказать, внизу экселевские данные, где мы видим, что стоимость квадратного метра 1620 евро, старое жилье муниципалитет Арадипу и рост плюс 0,31%. Смотрим, что произошло с данным муниципалитетом, с данным жильем старым на протяжении одного года. Видим, что в январе 2025 года 1561 евро стоимость квадратного метра и в январе 2026 года 1620 евро за квадратный метр, что показало нам опять же вполне нормальную себе адекватную динамику роста за год. Внизу показываю 3,80%. Переходим к следующему слайду. Надеюсь, вы, друзья, не устали. Но еще раз повторюсь, рынок недвижимости и разговор именно о рынке недвижимости, если вы анализируете или хотите анализировать рынок недвижимости, возможен только через призму цифр. По-другому не бывает. Если вы турист, и приехали и хотите понять и услышать от YouTube-блогера, где лучше всего отдохнуть, то, конечно, вам надо смотреть развлекательные каналы, где YouTube-блогеры показывают там районы, возможно, показывают и пляжи, показывают рестораны. Это да, это совсем другой, это развлекательный контент. А в данном контенте, который я демонстрирую вам, я знакомлю вас с прикладной математикой, через которую можно, в общем-то, посмотреть на рынок недвижимости немножко, так сказать, более рационально, чем просто турист, который там понравилось или не понравилось проживать в том или ином районе. Итак, отвлекся. Теперь у нас муниципалитет Ливадия-Ларнакас, новое жилье 2548 евро, рост плюс 0,20% за месяц. Данные можете посмотреть также в данной таблице внизу. За год Ливадия Ларнакас показала нам незначительный, но все-таки рост стоимости. Январь 2025 год это 2511 евро и 2548 евро январь 2026 год. Вот вы заметили, что насколько по-разному ведет себя рынок недвижимости. Во-первых,
в каждом городе, муниципалитете разная абсолютно стоимость квадратного метра. И в данном случае рост также отличается. В данном случае по муниципалитету Ливадия-Ларнакас рост всего составляет 1,47% за год, сравнивая январь 2026 год с январем 2025 года. Следующий слайд посвящен уже старому жилью в Ливадия-Ларнакас муниципалитете. Видим, что 2147 евро стоимость квадратного метра. Новое жилье 2548 евро и старое 2147 евро. Ну, разница вообще, друзья, тут чуть ли не в 400 евро. Вы это сами посмотрите, да? Что показало нам рост старого жилья за месяц плюс 0,23%. Внизу подтверждающие данные, можете посмотреть таблицу вот эту с экселевскими данными. Следующий слайд – это что за год произошло с недвижимостью Ливадия-Ларнакас. Период исследования январь 2025 год 2107 евро за квадратный метр. И уже в январе 2026 года 2147 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 1,90%. То есть незначительно, но динамика роста